Что если я скажу вам, что величайшая битва в вашей жизни происходит не во внешнем мире, что она бушует прямо сейчас, в эту самую секунду, здесь, в пространстве вашего разума? Каждую секунду в нашей голове проносятся тысячи мыслей. Мы привыкли думать, что они — это и есть мы. Но так ли это на самом деле? Что если многие из них всего лишь семена, посеянные кем-то другим, обществом, окружением или теневыми аспектами нашего собственного подсознания? Семена, которые, прорастая, приносят горький плод страха, уныния и смерти нашей истинной сути. Древние тексты говорят нам, что каковы мысли в душе человека, таков и он сам. Это значит, что мы не жертвы обстоятельств, мы творцы, и наш главный инструмент — это наш разум. Сегодня мы поговорим о священном искусстве управления мыслями, о том, как взять под контроль этот божественный инструмент, чтобы он служил нам, а не разрушал нас. Мы научимся убивать змеинушей тревоги, пока они не выросли в драконов. Это путь к обретению не просто спокойствия, а силы. Силы, которая позволит вам сознательно творить свою реальность. Представьте, вы идете по своему внутреннему саду и вдруг замечаете маленького, почти незаметного змеиныша. Что вы сделаете? Пройдете мимо, решив, что он безобиден. Но вы знаете, если его оставить, он вырастет и может стать смертельно опасным. Этот змеиныш — это любая тревожная мысль, которая только что вылупилась в вашем сознании. А что, если не получится? Они плохо обо мне подумали. Впереди ждет только худшее. Каждая из этих мыслей — маленький ядовитый детеныш. Древняя мудрость предлагает радикальный, но единственно верный способ. Убей змеиныша, пока он мал. Уничтожь тревогу в зародыше, прежде чем она убьет твою радость и жизненную силу. Но как? Не борьбой, не подавлением, а вынесением на свет. Священные тексты говорят: открывайте желания свои перед Богом. Давайте переведем это на язык универсальной духовности. Говорите со Вселенной, говорите со своим высшим Я. Не нужно ритуалов и заученных фраз. Просто озвучьте то, что давит вам на грудь, что крадет вашу энергию. Вселенная, я чувствую страх провала. Высшее Я, меня гложет обида. Когда вы выносите мысль из тьмы подсознания на свет осознанности, она теряет свою власть. Вы перестаете быть ею, вы становитесь наблюдателем, и тогда, как обещают древние, в вашу жизнь приходит мир, который превыше всякого ума. Это не просто спокойствие, это состояние глубокой сонастройки с потоком жизни, когда сам космос становится вашим защитником, ограждая ваше сердце и разум. Теперь давайте заглянем в мастерскую нашего разума. Для многих из нас она похожа на забитый до отказа гараж. Изначально он был создан для того, чтобы в нем стояла сияющая машина нашего истинного «я». Но за годы мы натащили туда столько хлама, что для машины уже не осталось места. Что это за хлам? Это бездумное потребление информации. Мы живем в век, когда нас бомбардируют со всех сторон. Мы бездумно скроллим ленты, смотрим сериалы, которые оставляют чувство опустошенности и депрессии. Поглощаем ментальный фастфуд. Мы, как в трансе, съедаем целый пакет чипсов информационного мусора, даже не заметив этого. И этот хлам захламляет наш ментальный гараж, становясь питательной средой для тех самых змей. Пришло время для генеральной уборки. Пора заказать огромный мусорный контейнер и безжалостно выбросить все, что не служит нашему высшему благу. Но как отличить сокровище от хлама? Один мудрец оставил нам универсальный фильтр. Прежде чем позволить какой-либо мысли или информации поселиться в вашем разуме, пропустите ее через эти врата. Истинно ли это? И речь не о поверхностных фактах. Истина — это то, что остается, когда сброшены все покровы. Соответствует ли эта мысль глубинной истине о божественной природе Вселенной и вас самих? Почетно ли это? Возвышает ли эта мысль вас и других? Или она унижает, осуждает, обесценивает, пытаясь поднять ваше эго за счет принижения кого-то? Справедливо ли это? Соотносится ли оно с вашим внутренним знанием о своей праведности, о своей божественной искре? Помните, ваша истинная суть чиста и совершенна. Чисто ли это? После размышлений на эту тему вы чувствуете себя чище или оскверненным? Любезно ли это? Пробуждает ли это в вас любовь, восхищение, способность видеть красоту? Достославно и превосходно ли это? Вдохновляет ли это вас на рост, на расширение, на восхищение и поклонение тайне бытия? Используйте этот список как священный оберег. Вы — страж у врат своего разума. Вы решаете, что войдет внутрь, а что будет обращено в прах. Очистив пространство, мы должны заполнить его светом. И здесь мы подходим к величайшей тайне, к практике, почти утраченной в мудренном мире, искусству целенаправленного мышления. Мы отдали эту функцию на аутсорсинг. Наш ум стал реакционным. Он не направляет, он реагирует. Но мудрецы всех времен поступали иначе. Рассказывают об одном невероятно успешном человеке. В его доме была особая комната, куда он уходил каждый день на час или два. Никто не знал, что он там делает. Когда его спросили, он ответил: там стоит только кресло. Я сажусь в него, и единственное, что я там делаю, я думаю о Боге. Этому простому ритуалу он приписывал весь свой жизненный успех. Думать о Боге — это не значит повторять молитвы. Это значит целенаправленно размышлять о высшем принципе, о вечных законах, о своей связи с источником. Это значит создавать в своей голове
такие концепции и мыслеформы, которые достойны выражать божественное. Как начать эту практику? Ведите священный дневник. Не просто записывайте события. Берите ручку и выковывайте слова для тех откровений, что приходят к вам. Превращайте туманные ощущения в золотые фразы, которые станут вашими ключами к реальности. Величайшие псалмы — это, по сути, дневниковые записи царя Давида. Читайте сложные книги. Откажитесь от ментальной жвачки. Погружайтесь в тексты, которые бросают вызов вашему уму. Продираясь через плотный текст мудрецов, вы позволяете мощнейшим семенам вечной жизни укорениться в вашем сознании. Создайте свое место для думания. Выделите время и пространство, пусть это будет кресло у окна или 15 минут в тишине перед сном, когда вы не молитесь, не медитируете в привычном смысле, а активно и целенаправленно мыслите. Размышляйте о том, что есть истина, что есть любовь, что есть ваша истинная природа. Вы созданы по образу и подобию Творца. Это значит, что ваша главная задача не просто избегать негатива. Ваша задача — стать чистым сосудом, через который божественные мысли смогут проявиться в этом мире, стать руками, глазами и сердцем Вселенной здесь, на Земле. Процесс обновления ума — это ваша ответственность. Никто не сделает эту работу за вас. Так возьмите же под контроль свою мыслительную жизнь. Убивайте змеинушей тревоги, расчищайте свой ментальный гараж и практикуйте священное искусство мышления. И тогда вы не просто обретете мир, вы станете едины с принципом мира. Сам источник будет пребывать с вами, станет вашим другом и сотворцом во всех сферах вашей жизни. Эта жизнь стоит того, чтобы ее прожить. И она начинается прямо сейчас, с одной единственной мысли. Выберите ее мудро.